Приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Рада всем своим подписчикам и те, кто просто зашел в гости на мой канал. И сегодня у нас расклад на такую тему. Что задумали ваши недоброжелатели на ближайшее полнолуние? Расклад будет актуален в то время, когда вы на него попали. Ну а на данный момент я гляжу на полнолуние, которое будет у нас 30 ноября 2020 года. Итак, ребят, по предварительной диагностике карт, что вам могу сказать? Во-первых, вот эти карты я специально положила. Я хочу уловить именно вот эти вот вибрации, которые настроены, знаете, на что? На то, чтобы вы в полнолуние в это повыметали всю ерунду и весь деструктив из своей жизни. Смотрите, по Таро Веретника род вас оберегает, защищает. Там души стоят за вами. Работайте, пожалуйста, на свои защиты через рунику. Очень вам поможет. И вообще эти ситуации связаны с людьми, которые вас предавали. И знаете, как вот был кризис, из-за которого ваша фортуна пошатнулась. То есть кризис был настолько сильным, что породил изменения в жизни, да, которые привели к потере удачи вашей. То есть здесь как бы серьезный момент. Так что выбирайте свой вариант, пожалуйста. Варианты не зависят от вот этих вот карт. Эти карты остаются для каждого из вас. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. Ну, а я буду приступать к первому варианту. Так, вот сюда положу. И начинаем. Так, первый вариант. Смотрим, что задумали ваши недоброжелатели на это полнолуние. Что там будут делать? Поглядим, как вам защищаться, оберегаться. Что вам предпринять? Очень большой акцент сейчас с конца ноября идет на общение с рунами для многих. Тоже такая тенденция. Итак, что задумали враги? Ну, хитрость, обман, манипуляции. Готовьтесь. С этими обманами захотят приблизиться к вам, найти доверие в ваших глазах, чтобы вы как бы им доверяли, да, и не ждали от них подвоха. Причем, знаете, как навострили лыжи в вашу сторону. О своих чувствах, может, будут рассказывать вам. Человек из прошлого. Возможно, это бывшие партнеры. Слушайте, хотят вам какую-то идею закинуть в голову, понимаете? Тут есть два варианта. Либо при личном общении, либо же с помощью ритуалов будут делать так, чтобы у вас приостановилось все ваше движение. Вы королева пентаклей. То есть вы в статусе, вы знаете, где ваша цель, и туда четко движетесь. Вот захотят еще, знаете, как вам поднасрать, плюнуть в душу. Чтобы у вас было разбитое сердце, чтобы вы сидели на горшках, скучали, переживали. Возможно, некоторым также будут делать на опои, на окормы, дабы усилить свой ритуал. Так, что здесь еще? Больше падает как недопартнер из прошлого, там человек несостоявшийся, всего лишь пажик, который, знаете, тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв, вот такая персона, короче, возможно, уже в прошлом вам разбивал сердце. Очень много думали над этим предательством, вот возвращается обратно.
к вам. Если у вас уже есть своя семья, хочет, чтобы у вас не было этой семьи, чтобы вы свой ресурс на него сливали. Если это друзья, товарищи, та же самая ситуация, нехорошие такие намерения у людей. Как бы их очень бесит, что вы королева Пентаклей, что вы в ресурсе. Они считают, что по справедливости должны вас подвесить. Все ваши начинания, планы, вашу фортуну, чтобы это все остановилось и прекратило работать в вашу пользу. Решили, что они вас будут наказывать с помощью высших сил. Во как. Наказатели, блин. Вершители судеб хреновы. А сами из себя ни черта не представляют, понимаете? Могут закидать вас своими проблемами. Но у вас обережник есть. У вас на страже кто-то стоит, кто вас охраняет от этого предательства и от чужих проблем. Ага. Ну да, тут смотрите, из-за жадности к вам подселенцев захотят подослать. Обнулить все ваше. Да, колдовать будут, ребят. Тут колдовство. Мать твою. Короче, они еще хотят, чтобы вы попросили у них извинения, понимаете? Ну, то есть тут корона нормально так вшита, вбита гвоздями вот такенными в голову. Короче, они еще вам мстить будут, вы понимаете? Но это для того, чтобы власть над вами иметь. Также этот человек хочет, чтобы вы его простили, добиться вашего прощения. И если вы будете стоять в позе и говорить: «На тебе, не пройдешь», да, будет с помощью магии воздействовать на вас, дабы вы стали более благосклонной. Обращаться будут, чтобы вас закрыть, чтобы вы, возможно, заболели, и тогда закрыты будете от общества, может, там на работу элементарно не сможете выйти. Да, на нищету вам будут делать, ребят. Время у вас еще есть сделать какие-то манипуляции, дабы этого избежать. Так, давайте посмотрим совет вам, что вам делать. Вот вы знаете, не хочу так, хочу так. Тут все-таки посмотрю. Да, здесь попытаются вызвать деструктивные программы из прошлого вашего рода, дабы их запустить в ваше пространство нынешнее. Так что будьте бдительны. Так, что вам предпринять? В какую тематику вам лучше двинуться? Точнее, знаете как? Куда целесообразнее направить свою энергию в ритуалике? Вот. Так, магичим. Так, на открытие дорог, ребята, пожалуйста, делайте. На то, чтобы дары судьбы вам были. Плюс по своим... Смотрите, чтобы дар вам открылся. Вот так. Да, открытие дорог сказала. Убирайте, пожалуйста, отчаяние. То есть здесь обрыв привязок, дабы не за что было к вам зацепиться. Здесь вам оригинальность ваша поможет.
Оригинальность и открытое сердце. Особенно, знаете, открытое сердце к тому делу, которым вы занимаетесь. То есть, если вы занимаетесь той же магией, то есть, ну, вам нравится этим заниматься, даже если вы просто ею работаете лишь для того, чтобы себя, ну, почистить и тому подобное. Не растрачивайте свои силы по пустякам. Да, здесь как человек, прошлый партнер, ну, посмотрите, на создание союза с вами. Значит, ты со мной не будешь, да, я тебе сделаю, чтобы ты в нищете была, чтобы у тебя все пути дороги были закрыты. И этот человек думает, что вы к нему приползете, и прям, блин, у вас будет любовь, морковь и, я не знаю, там, салатовые единороги, блядь. Фух. Так, что вам делать? Что вам делать еще? Давайте так посмотрим. Да, здесь апоиокормы. Ребят, тут воздействие на психику однозначно будет, потому что вот если вы только почувствовали, что вы о какой-то козлине из прошлого, пофиг кто, но там, с кем вы в общении были, может, это был друг, товарищ, к которому вы, ну, сердечно к которому относились, в ебеня шлите. Ну да, здесь вы истину через магию получите, понимаете? Здесь алтарь. Короче, здесь, опять же таки, руны. Руны, то, что я перечислила уже, можете делать. Здесь очень большую роль сыграет ваша воображалка. Понимаете, вот как по наитию пойдете. Скорее всего, что вам рот подсобит. Угу. Вы метаете свою неуверенность. Вот так первый вариант. Голубые камушки, я вам могу сказать. Не позволяйте никому вами манипулировать. Оставляйте ваши комментарии, коль на то будет желание. Делитесь вашими впечатлениями от расклада. И оставляйте, пожалуйста, хотя бы периодические темы для новых раскладов. Опять же таки, королева пентаклей. Но это вы, понимаете, вы в статусе, вы человек в статусе, вы уже набрали обороты на своем пути определенном. И тут вклиниваться будет какая-то хрень. Но этот человек понял, что он просрал в свое время. Он магию, кстати, использует несанкционированно. Он на нее не имеет никаких прав. Ни возможностей, ни способностей у него нет. Заказать пойти сделать, ну, милый, ты же все равно будешь за это расхлебывать потом. Да, здесь интриги, предательство, манипуляции, всякая белиберда. Все это связано с магией. Вообще он сам, наверное, под приворотами, оморочками, там этот человек, под всяким деструктивом. Да, у него подвешенная ситуация какая-то, и он считает, видимо, что это вы в этом виноваты, вы ему отомстили. Ну, а всякое может бывать, да, вообще. Всякое, в принципе, может быть, знаете, как, возможно, вы себя почистили, и тому человеку обраты полетели. Вот и все. То есть, значит, как ему срать, это можно, а вам себя защищать нельзя, да сейчас. В общем, включайте воображение и лупите безбожно. То есть здесь вашу энергию больше нужно, знаете, вдалбывать. Правда, у меня аж кот чихнул. Ваше собственное продвижение вперед. Пути дороги расчищаем, каналы денежные, финансовые чистим, деструктивные каналы привязки все обрубаем. Здесь комплексная работа. Да, ребят, работа тяжело пойдет, то есть, ну, легко не дастся, прям вообще легко, но оно того стоит. Вот. Благодарю вас еще раз за просмотры и желаю добра вам этого мира. Пока-пока. Первый вариант.
Итак, второй вариант. Белые камушки. Давайте-ка посмотрим, что у вас здесь. Что вам задумали недоброжелатели на это полнолуние? Чего они там от вас хотят возыметь? Чучелы эдакие. Да? Так, что хотят? Суки. Бесит людей, что вы очень просвещенная духовная личность. Вы прорабатываете себя. Хотят, чтобы по сердечной чакре тоже будут долбить, чтобы вы на перекрестках находились, не знали, как поступить, чтобы вам этот выбор давался тяжело. Возможно, вы взяли какой-то курс, наметили цель. Да, вот я хочу вот это воплотить в жизнь. А потом вы начинаете, ну, знаете, так вот, ой, да может это тяжело, может это вообще не мое, а может, а может, а может. Так вот, вот это а может, это не ваше. Тут идет влияние на вас. О, здесь смотрите, это ёб твою-то налево. Да что ж это такое? Давайте озвучу более такой сильный по потоку вариант. Здесь какой-то персонаж хочет развалить вашу пару. Кто в паре? Кто просто в партнерстве, да, с кем-то. Если вы не в партнерстве, вот вы, как бы так более правильно выразиться, вы в свободных, да, плаваниях, скажем так, вас никто ничто не обременяет, отношений у вас с противоположным полом нет. Здесь вам хотят отомстить за то, что вы слишком добрый и открытый человек. Кому-то очень плохо после вашей ритуалики. Тут разбить вам сердце хотят. И будут лупить через ваши эмоции. То есть посмотрите, где у вас слабая сторона, кому вы оголились. Крадник на финансовый канал и на ваши ресурсы идет. Вот что они будут делать. Если вы с любовью занимаетесь своей работой, значит вот это все хотят у вас отобрать. Чтобы у вас не было этой работы. Чтобы, знаете, вы как ваше внутреннее вот состояние радости просто вот, ну, размозжить. Вот идет слово размозжить, понимаете? Растоптать, разбить. Вообще стереть, понимаете? Как вкатать в асфальт хотят. Вот что хотят сделать. Ну, давайте сейчас посмотрим на Таро Веридиана. Ну тут подселение идеи в вашу голову. Вы слишком хорошо пошли, понимаете? Вы начали набирать обороты. На более высокие вибрации. Кому-то это очень не по нраву. Возможно, это мужик. Но, возможно, это и баба. И даже есть такой вариант, что вы в прошлом этим людям, ну, четко и конкретно поставили их на место. Да. На кладбище будут работать против вас.
Они хотят с вас сбить спесь, как они считают, вы слишком загордились, вы имеете больше, чем вам положено иметь. Будут на вас влиять, на вашу, тут на психику хорошо лупят, чтобы у вас, знаете, старые страхи, комплексы развились, чтобы вы там в депрессухах находились вместо того, чтобы продвигаться дальше по своему пути. И путь этот вы уже для себя знаете и выбрали. Здесь вашими недоброжелателями тоже кто-то управляет, но они под подселенцами, скорее всего, под серьезным кем-то. Ранг там такой интересный, и это сущий ими управляет. Но это не сущий, это демон. И вот они у него как бы выпрашивают, поняли? Что, предки? Ну, вам подсказки от вашего рода будут. Так что бдите, в принципе. Слушайте, вы еще здесь можете также быть практиками и хотят ваш дар перекрыть. Так, что будут делать сейчас тут? Буквально на 2 карты погляжу. Да, опять же таки, часть работ из любовной магии, дабы подавить. Вот здесь просто, вот я поняла, почему шло слово размозжить. Чувство вины, чтобы у вас было, чтобы вы себя в чем-то винили, понимаете, как сами себя прокляли. Не могут, видать, так добраться, бесит ваш статус, понимаете? И будут вот прям как вот, я поняла, что будут делать. Будут прям голову как вот так сжимать, понимаете? Чтобы у вас каша внутри была. Так что будьте осторожны. Сейчас посмотрим, что вам предпринять в этой ситуации на полнолуние. Ну, такое я вам хочу сказать тоже, блин. Какие-то. Так, сделать выбор для себя. Вкладывайтесь в то, что... Вот планы на многие года вперед. Вкладывайтесь, выбирайте то, что с вами будет. Не какой-то промежуток времени, а навсегда. Да, здесь по суду. Здесь вам род поможет. Не думайте ни о чем, выгоняйте все свои вот эти тараканы или просто хотя бы не обращайте на них внимания. Здесь уход в императора. Свое дело открывайте, пожалуйста. Там трансформация ваших доходов пойдет. Значит так, включаем здоровый эгоизм, и наполняем себя положительными эмоциями. Что сделать по ритуалике? Чистка денежного канала, это однозначно. Что связанное с вашим собственным делом? Привлечение клиентов. Допустим, и там много чего можно сделать, чтобы ваше дело, понимаете, в вашу статусность нужно уходить. Здесь больше упор на постижение себя. Так, делайте, короче, рунические ставы на открытие своей интуиции. На то, чтобы видеть ситуацию, как она есть. Мороки, оморочки тоже снимаете. Но здесь еще знаете, какой момент, какой вам совет?
Вот как бы я тут не смотрела и не крутила эту ситуацию, вам нужно работать с темными. Идите через свой род. По мужской линии работайте. На могилу к дедушке. То есть по мужской линии идете. И работаете там, просите. Можно и через храм попробовать. И так, и так. Но здесь лучше на кладбище. Более сильные выйдут на вашу защиту. Не давайте никому и ничему вогнать вашу депрессию. Делайте все, что угодно, что вас будет радовать. Вывозите себя любыми способами. Ударьтесь в работу. Я же говорю, там очень много есть рунических ставов для того, чтобы привлечь клиентов и защитить свое дело. То есть начните какой-то проект, я не знаю, там, на который у вас никогда не хватало времени, но вы понимаете, что это долгоиграющий проект. Это, понимаете, то, что вы напланировали, это залаживает сейчас, закладывает фундамент на ваше будущее. И там род вам поможет, понимаете, вы выбор как бы туда должны сделать, а не оборачиваться на прошлое, вспоминать об обидах, ссорах и делать акцент на том, что у вас разбито сердце, даже если это все всплывает. То есть тут любыми методами себя выгонять из этой депрессухи. Также еще здесь, знаете, какие ставы из руники? На наполнение энергии, потому что будут энергию поджирать. Так, помощи ищите у предков. Вам нужно в дорогах находиться в полнолуние. То есть, смотрите, оно в оборот начнет идти с 28 ноября. То есть, за 2 дня до полнолуния. Дороги ваши все. В дорогах вам будет легче. И вот это вот самоедство будет уходить. Вам кто-то поможет, как отвлечет. Запланируйте куда-то поездку. Лучше на места силы, если кладбище не ваше. Но езжайте. Вот дороги ваши все. Да. Да, вы стоите на выборе. Вот эта ситуация вам для того, чтобы вы кардинальное решение в своей жизни приняли. И здесь уже четкое указание, что, в прошлом ничего хорошего для тебя нет. И, в принципе, туда энергию вбахивать нет смысла. Здесь нужно менять свое отношение к этому прошлому и идти в новое. Просто, идти в новое. Даже если больно, досадно и обидно, переключить свой фокус внимания и помогать себе руникой, помогать поездками, помогать всем, чем только можно. Все, что сможет вас порадовать и привести в нормальное состояние. Только не поддавайтесь вот этим деструктивным мыслям и идеи. Понимаете, здесь подсаживают идеи. Да, здесь обнуление вашего финансового канала хотят. Обнуление ваших способностей, ваших ресурсов, вашего дара. Защиты тоже попроставляйте. Рунические защиты обязательно. То есть об этом я как бы не говорю уже. Это само собой разумеющееся, что защиты должны стоять. Так что вот так вот второй вариант для вас. Вы как будто хотят, чтобы вы не видели своей цели, понимаете? Мороки-оморочки, то есть антиморок там став есть, используйте. Или против морока в интернете поищите, найдете.
Ну, став антиморок очень даже неплохой, если его на правильном месте силы зарядить. И победу свою получите. Очень не хотят, чтобы вы вышли в победителя, потому что на том конце провода товарищи прекрасно осознают, что если вы войдете в еще большие обороты, ну, они вас никогда не догонят, не преодолеют, и они будут получать обраты. Так что второй вариант. Я вас благодарю за просмотры. Вам побольше сил, мужества и терпения, все преодолимо. Все это рано или поздно окончится. Желаю вам добра этого мира и пока-пока. Второй вариант. Итак, третий вариант. Зеленые камушки, я вас приветствую. Давайте-ка поглядим, что же ваши хотят сделать недоброжелатели. Фух, на это полнолуние. Что у них там в замыслах, в задумке? Оп, оп-оп-оп. Ага. Ну, сейчас уточним. Ну, я уже-то поняла, чего хотят от вас, да? А каким способом? Короче, хотят... Сейчас, секундус. Что будут делать? Ребят, а ну-ка, я сейчас... Тут просто я, ну... Вглубь ухожу этого всего, показывают одно, но этого же не может быть. А если может, то при определенных вещах. Я поняла. Ну, третий вариант. Акуна Матата. Вас хотят загнать в стагнацию, обнулить ваш статус императрицы. Короче, от вас хотят бабла, а на вас будут цеплять крадники. Хотят, чтобы вам тяжело доставалось все то, что достается сейчас легко. Хотят иметь власть над вами, доказать, что они сильнее, круче, богаче, умнее, хитрожопее. Хотят сдернуть финканал у вас, переключить его на себя. Но... Понимаете, какая интересная штукенция? Эх. Хотят, да, чтобы вам тяжело. Возможно, вы работаете вообще в интернете с людьми, чтобы вам это тяжело давалось, чтобы люди в вас не признавали. Ни личность, ни лидерство, ни ваши заслуги, ни ваш дар. Понимаете, какая интересная ситуевина. Они-то, ну, они, вот что они будут делать. Но, пока они делают эту хрень на вас. Третий вариант. Здесь меня, сразу скажу, смотрят люди, у которых хороши защиты, хороша духовность, хороши вибрации. Понимаете, здесь как интересно? Они вам это делают, а вам это деньгами идет. Понимаете? То есть, чем больше они с вас бесятся и хотят стянуть, тем больше к вам прибывает. И вы здесь, ну, вы практики. Ну, что здесь сказать? Да, хотят они, ну, магией на вас воздействовать. Сейчас посмотрим. Ну, очень интересно. Ну, пусть делают, вам-то что. Хорошие защиты, хорошие перевертыши имеются у вас, которые все это вам помогают осуществлять. Плюс поддержка, здесь поддержка высших. Это ваш дар.
Вы набрали обороты по духовности, и у вас активировалась ваша личная сила. Вот и все. И сила ваша состоит в том, что когда вы искренне относитесь к любому, без предвзятости, без злости, без навешивания ярлыков, то есть вы проработали себя. Давайте назовем это так. Правильные вещи правильными именами будем называть. Вы воспринимаете любого как человека, который имеет право на место быть здесь, в этом пространстве. Что-то он, да, он делает деструктив, он говно, он еще и тому подобное. Вы даже можете матюкнуться там в сердцах или высказаться по этому поводу, что так, мол, и так. Но вы внутри остаетесь на высоких вибрациях, не опускаясь на низкие. И таким образом, как работает ваша сила? Пришел к вам человек с деструктивом. Вот как здесь, да, хочет отнять бабло, дождь из бабла себе хочет, из денег, из способностей, да. Давайте, ну, вот дождь из бабла хочет. Делает на вас магию. Крадники, стяги, коперы, вся там работает, трудится, не покладая рук. И чем больше он трудится против вас, когда вы к этому человеку на нейтралке, понимаете? Либо вы вообще, можете, не вспоминаете о нем, ну, как бы, а его там замкнуло, что у вас так все прекрасно. Тем больше то, что он хочет у вас забрать, он отдает своего, даже из будущего, из своей судьбы к вам. Третий вариант. Ну, что мне сказать? Ну, вы меня поняли, да? Не знаю, насколько у меня получился ехидный смех, но чудесно, что пусть стараются. Да, вы наставник. Да, вы человек, который не просто себя прокачал, вы уже другим несете, вы в массы несете свои знания, вы других уже подтягиваете людей. Ну, у вас уже новая жизнь, ребята. Этот человек лжец, он вам лгал, он вас предавал, неважно кто. Ребят, тут так интересно, вот смотрите. Понимаете, вот я чему вот радуюсь, вот честно вам скажу. Я задаю вопрос, да, что будут против вас делать, а мне четко показывают ваши обороты и что ждет ваших недоброжелателей. То есть оно вообще... Вы под опекой высших сил Всевышнего, под опекой рода. У вас новая жизнь, вы идете по своему пути. А вот этому лжецу и предателю, у него очень большое влияние на его психику. Он под деструктивными энергиями, он просто как помешан на вас. Здесь еще человек, который хотел, чтобы вы к нему прислушивались, чтобы он был вам наставником, как бы, знаете, светило. Но оказалось, что вы круче, у вас больше дара, у вас... И этот человек, блядь, не ожидал ни хрена этого, понимаете? Он такой... И обосрался, короче. И его это, аж, знаете, аж, блядь... колбасит не по-детски. Но это все про него, знаете, как на задворках, на каких-то... Вот смотрите, из 9 карт только 2, о том, что, ну, просто, что ждет вашего недоброжелателя. То есть, что бы он ни делал, мне показывают ваш путь. Все, вы, то есть, ну, оно, знаете, как там бдзынь, и пошло. То есть вы даже не заметили, что оно там, ну, прилетело, улетело, хрен с ним. Мы как бы, ну, руку на пульсе держим, да, что ты, я знаю, что вот ты, кондом штопанный, делаешь против меня говнину. Будет у меня плохое настроение, а я еще более усиленный обрат тебе кидану. Ну, чтоб тебе там икнулось еще лучше, может, что-то поймешь. Ну, вы как-то, знаете, снисходительно к этому относитесь. Мол, ну... Давай, старайся, что-то там делай в этом мире, создавай эффект важности своей персоны. А я иду, куда я иду. Мне есть чем заниматься, все.
Там человек тоже со способностями, он сейчас узник своих же деяний негативных, возможно, даже против вас. Но вы там не одни, там многим, кому он не так делал. Хочет закрыть ваши способности, вот что будет делать. Ну, хай делает. А что, блин? Да? Тут вообще, ну... Не скажу, что вам нужно, сейчас мы посмотрим, куда вам нужно энергетику свою направить, но тут четко по вашему движению, там уже более высокие цели идут у вас. Сейчас на 2 карты. Будет работать в группе с кем-то, да, чтобы у вас сдернуть каналы плодородия, короче, денежные каналы, фортуны, удачи, успеха, там, да что угодно, лишь бы получилось украсть. Вот чем больше он будет красть, тем больше, я повторюсь, даже со своего будущего он забирает запасы и отдает вам. Ну, хозяин, барин, блядь, как бы я не думаю, что этого человека не предупреждали высшие. Я думаю, предупреждали. Он просто не догоняет, что это было предупреждение. Он, видимо, свято уверен, там с кукухой не все в порядке. Он думает, что это вы ему делаете какой-то... Ладно. Так, что вам делать? Так. Ребят, тут те инвестиции, которые вы сделали в прошлом, вам приносят и сейчас начнут приносить свои плоды. Но здесь еще знаете что? Вам нужно выполнить какой-то определенный долг. Какой долг? Отказывайте людям деструктивным вообще даже в минимальном общении с вами. Ваш долг охранять свои позиции. Вы должны быть жадными на свое время ко всякой падали, извините меня. Вот ваши недоброжелатели – это падаль. Возможно, у человека были и хорошие вибрации в свое время у вашего недоброжелателя, но он сейчас скатился на уровень падали. Знаете, какой вам долг нужно еще выполнить? Вы должны себя из 5 пентаклей, из полной нересурсности и духовной, и денежной нищеты вывести в 10 пентаклей. Вы как свой род прокачиваете, вы род выводите, не только себя. Вы род, за вами идет целая махина, понимаете? И они все вам помогают. Помогают каждый как может. Где нужно, они отступят, чтобы вы отдохнули. Даже в той же ритуалике, в магии. Где нужно, они, так знаете, вот дадут вам намек, направят. Это ваш долг. Долг перед родом. Да, тяжело. Да, черт подери, тяжело, ребят. И жизнь у вас нелегкая была. У кого она сейчас легкая? У тех, кто в осознанности, ни у кого она не легкая. А те, кто в гедонизме живут, ну да, у них легкая. Что вам делать? Ух ты, как интересно. Меняйте планы. Меняйте подход. В способах изменения себя. Еще. Для ваших недоброжелателей вам нужно накинуть мороки на себя, дабы они подумали, что вы полностью ушли, допустим, из практики, из магии, из собственного дела, что у вас нет ничего. Не рассказывайте никому ничего о том, что у вас есть, какие у вас планы, что вы планируете вообще, куда вы движетесь. Вы должны быть жадными на информацию. Мороки вокруг себя, защиты с мороками. Сделайте упор именно на вот эту поволоку вокруг себя, дабы там, при попытке даже просмотреть вас, понимаете, видели несуразицу.
изменить подход к попыткам, к методам изменения себя. Ищите выходы из тупика для того, чтобы... Ребят, тут идут дары от высших сил. Где-то вам нужно, ну вот, зависнуть. И уйти в себя. И повисеть вот так вверх ногами. Вы найдете ответы внутри себя. Только знаете, у вас энергия быстро вращающаяся, а вам нужно остановиться. Энергия защит пусть вращается. Вы останавливаетесь, вам что-то откроется. Вам нужно сбалансироваться и найти выход из тупика. Знаете как? Плюс еще здесь идет проработка, ребят, но это уже психология, тут только от вас зависит. Ну, вы на это способны. Сами себе и психологом быть. Примите тот факт, что в вашей жизни больше не будет вот этой пятерки пентаклей, и вам не нужно будет бояться за завтрашний день, вам не нужно будет, знаете, вот тяжело добывать вот эту шестерку пентаклей. То есть здесь общение с людьми вам в помощь, здесь взаимообмен с людьми начинается, здесь взаимообмен со всем миром идет, и вам подарки будут. Вам не надо больше выгрызать это, как было раньше. То есть в моменте здесь и сейчас оставайтесь спокойны о ваших финансах. Не позволяйте вот этим мыслям вас выбить. Ну и также посмотрите еще какие-то методы новые, какие-то практики, что-то к вам придет. Плюхи вы свои получите. Здесь полностью вообще вот этот расклад четко о вас, понимаете, не о ваших недоброжелателях. Их здесь вообще вот так вот буквально. Чисто, чтобы вы имели в виду. Что вам сделать? Ну вот, пожалуйста, курс на магию, курс на то, что вы творец своей судьбы, планы, действия, созидание, как бы, ну, вы найдете. Не паникуйте, притормозите. Даже если вообще кажется, что надо наоборот, иначе чего-то не успеете, нет, тормозите. И внутрь себя, там все ответы. Так, что вам делать? Здесь на местах силы, либо в паре с родом, либо еще с кем-то, если у вас есть такие люди, которым вы доверяете, здесь в паре поработать. Что вам делать? Не сплетничайте, не лгите себе, не лгите окружающим. Если вам не нравится человек, хотите, так и скажите, иди вон ты говно. Если у вас нет желания в этот конфликт вступать, понимаете, значит, ну, корректно выразитесь, а потом просто, ну, ваш телефон, ваши правила, не берите трубку, элементарно, да? То есть не лгите себе. Если человек неприятен, значит, мать вашу, он вам неприятен, понимаете? Не надо себя выворачивать ради общения с ним. Здесь свечами поработать, но здесь сейчас хочу вот этот еще момент. Ага, очищение, род на страже, так. А там вам поработайте. Курс на уверенность в своих силах. Не сомневайтесь в них, тут сомневаться не в чем. Ясновидение, да, через ясновидение вы поймете, вам будут подсказки, дадут вам, не переживайте. Какие-то, может, заклинания от рода к вам придут. Все-таки не показывают, что это такое. Хочется мне влезть туда. Все, я поняла. Так, господа товарищи, знаете что? Если кто, ну, не в магии, не в практике, это вообще не для вас, вы, ну, не туда попали.
Короче, так, ребята, пришло время с помощью определенных рунических ставов вызывать себе подмогу из потустороннего мира. Там есть определенные охранцы, которые уже стоят и готовы к вам выйти. Вам нужно их просто вызвать. Посмотрите такие практики, как вызов определенных сущностей, то есть помощников определенных сил, но с умом, с расстановкой. Изучите этот вопрос. Если вы уже в курсе этого всего, то есть вам нужен еще один. Но здесь еще такой момент, через какие-то руны на местах силы к вам эти охранцы выйдут. Вы можете их призвать. Единственное, договора. Аккуратно, четко. Они им будут следовать на ваших условиях, потому что в вас прокачана духовность. Но будьте бдительны, вы несете ответственность. Но и что вы из этого получите? Все ключи. Ну, у вас общение с ними классное будет, слушайте, да. Здесь вам помощь колоссальная просто. Это новый виток вашего развития. Вы посмотрите, а. Тут больше идет рост вашего, прокачка ваших сил магических, я не знаю, как вообще всего, чего хотите. 5 эфирных тел, 5 пространств. Что-то вот по пентаграмме поработайте. Что-то с пентаграммой и руникой. Ну тут выйдут темные, да. Да, я же сказал. Будут выходить темные, но ваши договора там достаточно. Да, здесь ритуал. Я же сказала, что придут к вам, потому что у вас духовность прокачана. Поэтому они хотят к вам. Угу. Но здесь помощь Всевышнего идет. Что за конфликт? Какую-то истину об определенной конфликтной ситуации в вашей жизни, либо конфликт это у вас с самим собой в вашей голове. Вот через свечи получите. Или ставы на открытие истины тоже. Знаете, как чтобы вы как... Вот это вот все, о чем я сказала, чтобы вы увидели. Вам на вашем уровне ваш род покажет. Если кто захочет вам какое-то чувство вины вообще вменить через сплетни, да, может кто-то о вас сплетничает, а вам, блядь, так обидно, потому что, ну, это пиздеж чистой воды, извините за выражение. Страхи какие-то исцеляйте в себе. Опять-таки атамом поработайте, а. В дороге, что-то в дороге. Может, вы вообще столкнетесь с каким-то человеком, но этот человек, блядь, вас боится, сука. В чем выбор? Твою мать. Или у того человека будет выбор. Но человек захочет к вам без мыла в жопу залезть, то есть, знаете, показаться хорошей белой пусей, короче, а по итогу-то, блядь, деструктивное влияние на вашу психику через магию. Вас жертву, да, захочет принести, а что получит на итог. На Йоле это будет происходить, вот, в декабре, 21 декабря. Ой, человек думает, что он с вас вытянет ваш дар. И получит его себе. Шабашить будет еще с кем-то в связке.
А вам что при этой ситуации? Ну хорошо, вот, допустим, вы вообще оградитесь от этого человека там. Берите себе в помощники кого-то. То, о чем я вам, помните, ранее сказала. Вызывайте это не охранцы. Там специфическая энергия, короче. Кто в теме, те меня понимают. Энергии могут быть разные у тех, кто возле вас в подмоге, так сказать, стоит. На разные случаи жизни. Вот вы, допустим, вообще, да, вот, ну, возьмете себе подмогу, выстраиваете, даже если защиты определенные, даже если встречаете этого человека, просто отодвигаете, не даете ему влезть в свое пространство. Что вам? Да, здесь темные вас будут охранять. Вы под защитой высших будете, под защитой богов. И что? Ну, все, короче, этот человек будет пытаться вам чувство вины, сплетни будут валить полным ходом, у него там прям, ну, бешенство матки только в мозгу. Вы от этого освобождаетесь. Вот. Вся вообще система, род, ангелы, архангелы, помощники ваши, высшие силы, Всевышний, они с вами, потому что у вас с ними, извините меня, но вот четко могу сказать, у вас с ними любовь. Занимаясь магической практикой, вы любите свое дело. Вы им занимаетесь с любовью. Понимаете? И за счет этого, ну, у вас карма обновляется. У вас обновится карма. Больше уверенности в работе с темными. Огонь вам в помощь, ребята. Все вы это дадите пропиздона, как полагается, если совсем вас достанут. Так, глядите, здесь будут пытаться надавить на какие-то, на ваши страхи по менталу. Держите защиты в дорогах, в пути в каком-то, да. Если это не ваш недоброжелатель, встреча с ним, то с подобным ему по энергетике человеком вы встретитесь. Есть еще момент, где вы, ну, не все знаете, да, но это не суть важно. Вы этому научитесь. Здесь по менталу, пожалуйста, по менталу, род с вами. И вот через огонь, медитации через огонь, у вас там много чего вам информации какой придет. Вот так вот. Не дайте вас пробить по менталу. Внушить вам, знаете, как страх какой-то или что-то вот в этом духе. Блин, третий вариант, я по вам вообще в поток занырнула, меня прям как разобрало, ну тут серьезно. Тут, конечно, да, такое занятное, интересное действие, и, ну, хочется разобраться, короче. Фух, прикольно, прикольно здесь, ребят, классно. В принципе, вообще, третий вариант, ну, я считаю вообще, ну, как идеальным, ребят. Это всего лишь тоже определенный виток. Быстро, что быстро, блин. Ну, на свое продвижение, на свои силы. Поделать вам что-то надо. Так, здесь над финансовым каналом, над своим поработайте, пожалуйста. Очистите его. Ну, чисто профилактику проведите.
Потому что есть засоры, вам прям, знаете, четко так быстро, блядь, тебе сказали. Тут затык, что-то ты прощелкал. А так вообще идеально. То есть, ну, до того, чтобы вот так идеально было, я понимаю, сколько вы всего преодолели в этой жизни на своем пути. Так что и только вам известно, что вы на самом деле за это отдаете. И, ну, там вы платите частью себя каждый раз, когда предают те, кому вы доверяете. Вы если доверяете, вы доверяете всей душой. Так что вот так вот третий вариант, блин, вообще жесть, жесть, просто круто. Я вас благодарю за просмотры. Я очень вообще рада, что у меня на канале есть вот такие вот люди. Это радует. Вообще меня радуют абсолютно все, кому резонируют мои расклады. Ну вот за вас я больше всего радуюсь, потому что вот этот третий вариант может быть со временем и у первого, и у второго, если работать над собой. Это все возможно. Это для тех, кто смотрит расклад от начала до конца целиком. Поэтому, чтобы вам пожелать третий вариант? Перед вами целая вселенная. Еще вас ждет очень много чего увлекательного, интересного и, ну, как бы необъятного, что ли. Все у вас еще будет. Да, здесь духовность, вы пророк. Ваш уровень растет, 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 растет и набирает обороты. Даже вот не знаю, как передать. И я надеюсь, что со временем у нас и первый вариант, и второй станут третьим. Так что вот так, зеленые камушки. Добра вам этого мира и пока-пока.